Всем привет! Привет, ребят! Мы продолжаем нашу серию видео о том, как мы брали ипотеку, покупали свое жилье. Это, наверное, будет уже, надеюсь, последнее видео про ипотеку, финальное. Кстати, предыдущее видео вы можете посмотреть по ссылкам в описании к этому видео. Вот там, по-моему, 4 части. Вот, начните с первой, чтобы вам было все понятнее. В предыдущем видео мы сказали, сделали небольшую интригу. Ипотеку нам ВТБ не дали, отменили в самый последний момент. Но с квартирой у нас все решилось. Квартиру нам все-таки удалось приобрести. Было очень забавно все это время, пока мы болели, пока лечились. Было забавно после последнего видео читать комментарии людей, которые писали: там, Гриша, что ты хочешь? Ты же можешь сказать почти что лежачий труп, какая тебе ипотека, ни один банк тебе не даст ипотеку, у тебя нет официальных доходов и все прочее. Да, что банк требует официальные доходы, 2 да. НДФЛ. Что это обязательно, что мы здоровы, нам никто ипотеку не дает. И, в общем, люди даже некоторые опускались до того, что оскорбляли меня и Аню, что вот вы вообще там никчемные люди, какая вам ипотека, у вас еще дитё и все прочее. Были еще комментарии, но они, конечно, не злые, они добрые. Просто люди предполагали, кто-то гадал, так как мы интригу навели. Людям было прям интересно, как же у нас все разрешилось. Кто-то писал, что нашелся, наверное, спонсор, который купил вам квартиру. Вот. Или все-таки, может быть, какая-то передача вам ее оплатила, или государство вам выплатило. Может быть, вы наказали банк ВТБ, и он согласился там по суду как-то просто подарить вам квартиру. В общем, комментарии были всякие разные, вот, и добрые, и не очень. Вот, но... Видишь, как оказывается? Да. Нам уже куча квартир подарили, оказывается. А мы знать-то не знаем. Ну это да, это для меня не новость. Меня люди все время спрашивают, как вам квартиру не подарили, разве? Уже сколько здесь живу, 6 лет, столько и спрашивают на улице. Каждый год по квартире, ох ты. Да, вообще. Я уже как-то говорила, что даже гинеколог мой, вот прошлой осенью, я так обмолвилась, что на съемной квартире, даже, я не знаю, просто разговорились, и а как на съемной квартире? Вам разве не дали квартиру? Я говорю, кто, когда? Да, Ну как, все знают, что вам дали квартиру. прям По телевизору уже показывали, что вам дали квартиру. Я говорю, где показывали? Кто показывал? Самое смешное, что все Почему знают, я этого не знаю? а мы не знаем, да. Все За знают, какие а мы такие нет. заслуги? Дали нам просто так взяли, вытащили, дали квартиру. Просто, Да, люди бывают, сидят и по 4 ребенка, по 5 детей, по Да, 6, и и тоже сидят, ютятся, в однокомнатной, кто знает и ни государство, Никто не помогает. квартиру не дает, да, то чем же мы прям отличились такими достижениями, что нам прям должны, государство должно бежать и падать прям вот Да, вам прям так. квартирка. Мы на это не рассчитывали никогда. Да. В общем, как все получилось. После того, как ВТБ нам отказала, зарубила прям саму сделку, мы, конечно, все расстроились, поехали домой. Да, мы уже решили тогда, что все, не будем ждать моего гражданства. Это еще, скорее всего, целый год. Вот. Да. На этой съемной квартире, хотя понимали, что нам тут уже тесно, тяжело, но пока выхода не было. никакого не видели. Да. Да, вариантов не было. Покупать какое-то жилье на те деньги, что у нас были на взнос, покупать какую-то однокомнатную опять квартиру, да, свою, тоже не было смысла. Просто тратиться на однокомнатную квартиру и опять так же ютиться. Да, потому что Вот. мы решили уже точно брать ипотеку, брать квартиру побольше, Да. чтобы уже уж наверняка. И, в общем, сидел и подумал про Сбербанк. До этого я был неоднократно в Сбербанке, но был не в ипотечном отделении, а был просто, обычное отделение Сбербанка. И узнавал, есть ли у них такая программа по ипотечному кредитованию по 2 документам. Это было где-то год назад, наверное, да? Да и вот Я еще в положении не была или была? Ну да, это было давно, и было вот сейчас, вот, когда я брал ипотеку в ВТБ, как раз когда я забирал деньги со Сбербанка, чтобы положить на счет перед сделкой в банке ВТБ, меня спросили в Сбербанке, а почему вы забираете деньги, почему вы не хотите у нас взять ипотеку в Сбербанке? Я им сказал, что я беру по 2 документам, по паспорту и СНИЛСу, без предоставления справок о доходах. Так, работаю неофициально.
И говорю, у вас в Сбербанке мне в прошлом году сказали, что такой программы нету. Да. Вот, менеджер, который, ну, со счета деньги мне выдавала, она такая подумала, говорит, ну да, говорит, у нас вроде бы, как все по 2 НДФЛ, как бы с предоставлением доходов, у нас, говорит, нету таких ипотечных кредитований. Вот, ну и все, с этим мы как бы ушли. Да, то есть мы как-то не пробивали, не узнавали, потому что конкретно пошли в Сбербанк, и нам в лоб сказали, что нет такой у нас программ, никаких нет для вас подходящих. Поэтому как-то Сбербанк мы не рассматривали вообще, что там можно взять. Не, ну я все равно заходил на сайт Сбербанка, смотрел, если есть какие-то программы там для молодых семей и так далее. Но ничего подходящего я не нашел для нас, потому что везде надо были справки о доходах. Вот. Ну и я ушел с их сайта, как бы. Как-то мне потом звонит риэлтор, который вот продавца риэлтор, который помогал все документы собирать. Мы с ней что-то разговорились, она говорит, не расстраивайтесь, ну, чисто поддержать. Не расстраивайтесь, типа вот на моей практике говорит, тоже это впервые. Вот, а почему, говорит, вы не хотите попробовать взять ипотеку в Сбербанке? Я ей объясняю, что, знаете, там нет такой программы, как бы, на менеджер уже 1000 раз говорит, что такой программы у них нету. Вот, поэтому вот выбрал именно ВТБ, так как там есть программа по 2 документам. Она говорит, как нету? Я, говорит, часто сотрудничаю со Сбербанком. И там есть вроде бы такая программа, уже люди брали ипотеку по 2 документам. Я говорю, да, ну. Она говорит, посмотрите на сайте, повнимательнее, вот, зайдите. Ну, я говорю, хорошо, все, повесил трубку, зашел на сайт. Честно говоря, на сайте довольно-таки тяжело найти информацию об этой программе, но она, оказалось, действительно есть. Я ее нашел, я с ней ознакомился, все прочитал, на следующий день сразу тут же позвонил в банк, мне сказали, что да, как бы приезжайте, можем посмотреть, там, попытаться зарегистрировать вас, подать заявление. Я позвонил риэлтору сразу, говорю, вы там с хозяйкой квартиры пообщайтесь, пока не продавайте, мы еще как бы поборемся. Говорю, давайте попытаемся. Все-таки поеду сейчас в Сбербанк, подам заявление. Вот, может, рассмотрят, и может это получится. Или может быть там люди все-таки более лояльно относятся к инвалидам. Потому что я все-таки есть постоянный клиент. Хотя в ВТБ я тоже был постоянным клиентом. А директор в свою очередь сказала, что тоже как бы попытается туда съездить заранее, до моего приезда пообщаться с менеджерами банка, с руководством, чтобы, ну, как-то рассказать ситуацию, которая сложилась с ВТБ, рассказать немножко обо мне, чтобы как-то люди более адекватно как-то среагировали. Да, чтобы Вот. сразу предупредить всех, что Гриша болеет, и посмотреть вообще, как люди Да, как себя они поведут, к этому как отнесутся. к этому отнесутся. Я, конечно, говорю, что не надо, а как бы не очень-то хочется, потому что говорю, вы сейчас поговорите, они, может быть, да, согласятся, я приеду, они посмотрят, может быть, тоже как-то нормально отнесутся, а потом на моменте самой сделки опять что-то сорвется. Ну, я все равно сказал, я поеду, вот это лишним не будет, ну ладно. Я приехал, в общем, туда с родителями, Аня осталась дома с ребенком, потому что мне сказали, что ей там не обязательно быть. Вот приехал я с родителями, нас сразу встретили менеджеры ипотечного кредитования, сразу, я так понимаю, я сейчас не помню звания конкретно, должностные, вот, но, по-моему, это был начальник ипотечного кредитования, приятная такая женщина, она нас встретила с менеджером, сразу все ему объяснила, задали несколько вопросов мне о том, сколько я зарабатываю, как зарабатываю, официально, неофициально, там, про пенсию поспрашивали. Ну, в общем, все как обычно, по стандарту. И, что самое главное, Сбербанк, они взяли моего отца и мою мать как бы поручителями. То есть, ну, даже не поручителями, а как бы и не созаемщиками. Но как бы их доход они тоже учли. Тоже их документы все брали, заполняли. Ну вот, но основным пошел отец и я. Мама как бы Ну, я тоже еще вдобавок. заемщик. Да, Аня тоже идет как бы созаемщик, потому что она моя жена. Да. Вот. Может быть, немножко неправильно объясняю, но может как-то термины не так называю, но суть одна. В общем, мы берем с Аней ипотеку как бы вдвоем, да, я, получается, собственник, но отец как бы и я, доход с нас берется как бы основной, с наших доходов. Вот, в общем, мы заполнили данные на отца, на меня, мама там какие-то свои данные давала.
это все рассматривалось недолго. И буквально там через какое-то время нам уже пришло одобрение. Там может быть на следующий день или дня через 2. Ну, как правило, быстро. А сам банк находится по адресу Народный бульвар 89, это у нас в городе Белгород, конечно же. Вот, здание само двухэтажное. И я зачем это говорю? К тому, что в здании, оно, по-моему, двухэтажное. Да, или трехэтажное. В общем, не суть, но там лифта нету. А ипотечное кредитование отдел находится на 2-м этаже. Вот, и что самое было приятное, это то, что менеджеры, да, и сам вот начальник ипотечного отдела, они спустились ко мне на 1-й этаж. То есть они вошли в положение, не заставили меня там подниматься, какие-то неудобства испытывать. Да, хотя база у них вся рабочая программа, все у них на 2-м этаже. И они бегали, получается, из-за нас. И снизу какие-то брали документы, подписи, таскали бумажки туда-сюда. То есть вверх-вниз бегали. То есть вот так вот. Вошли в лицо положение. Да, вошли в положение. Вот, но одно только неудобство было, то что у них в банке нету ни заезда, ничего, они нам потом показывали, говорят, нам выдали эту такую штуковину, показывали там через трибуну какая-то штуковина, мы, по-моему, даже на видео записали, что там надо как-то ставить коляску на нее, потом выходит менеджер, помогает эту коляску с человеком вместе затягивать. Вот, они говорят, нам эту штуковину предоставили, но говорят, чтобы вызвать менеджера, чтобы он вышел, помог, это очень все долго, и люди говорят, ей вообще говорит, не пользуются. Да, нужен еще специальный человек, который обучит менеджеров ей пользоваться, там, в общем, не очень удобно. Ну, нам, конечно же, пришлось повторно собирать все документы снова. Вот, снова пришлось разрешение новое составлять. Нотариус, да? Да, потому что предыдущее было уже написано на банк ВТБ. Да, вот, пришлось переделывать. Вот. Что еще? Нам пришлось госпошлину опять по новой платить за покупку жилья. По новой платить за оценщика. По новой пришлось оценивать квартиру. Потому что в той оценке тоже опять было написано, что это для банка ВТБ. Да, теперь это вот для Сбербанка. Вот. Что еще? Ну, в принципе, все документы пришлось. Ну да, в принципе, все по новой пришлось переделывать. Ну, вот. Ну, по крайней мере, уже мы точно знали, что здесь сделка железная уже состоит, что банк заинтересован в том, чтобы сделка состоялась, у нас уже пригласил на сделку. Вот, и мы уже как бы не сомневались, потому что нас изначально там видели, что Гриша уже болеет, потому что он сам пришел, сам лично. Да, в первый день, да, вот я только там появился, мне уже менеджер ипотечного кредитования, она мне сразу сказала, что как бы вы не переживайте, если Москва все одобрит, то я свою печать обязательно поставлю. То есть я с вами поговорила, вы мне как человек понравились, то есть я все верю, как бы я вам доверяю. К вам, как говорится, никаких претензий нету. Да, у вас есть первоначальный взнос, нужно было внести, конечно, это хоть и по 2 документам, паспорт и СНИЛС, но нужно было, условия еще таковы, что нужно внести было сколько там? 50%. 50% от стоимости жилья, что мы и сделали. Да, в ВТБ надо было внести 40% от стоимости жилья. 50%. Но я хочу сказать, что в ВТБ нам одобрили на 20 лет, а здесь в Сбербанке на 18 лет и 3 месяца, по-моему, или 5 месяцев, уже не помню. Получилось, в общем, 221 месяц всего платить. Да, и здесь процентная ставка. Если в ВТБ Грише 11,3 была процентная ставка годовых, то здесь 10,4, по-моему. Не, 4. 4% годовых, немножко меньше все-таки. Да, потому что... Почему? Потому что мы пошли как молодая семья. Вот это, во-первых, у нас возраст еще позволяет идти как молодая семья, что я очень сильно удивился. Я даже не ожидал, что мы пойдем по программе молодая семья. Ну, привык, что вот инвалидов все время там, то мне кредиты не дают, то еще чего-нибудь. Но все равно у тебя процент повышен. Ну, только из-за того, что меня опять же жизнь, они не стали страховать и потерять трудоспособности, только имущество. Вот, но это хотя бы 1%. Так бы у меня было бы 9%, если бы мне жизнь застраховали. А так у меня 1% прибавили, получилось 10,4. Вот, а так было бы 9,4. Все равно 1% это не 2, это не 11,5. Ну да, и не 11,3. Все равно как бы в этом плане хорошо получилось. И платеж, конечно, получился гораздо меньше, чем в ВТБ. На пару тысяч буквально. Да, в ВТБ платеж был 18 с лишним в месяц, а здесь получается платеж 16 300. Ну, там 200 с копейками, ну, в общем, в счете 16 300 в месяц.
То есть, что вполне меня устраивает, это практически вся моя пенсия, да, там может быть 1000 рублей еще остается. Ну да, как мы здесь отдавали вот за эту съемную квартиру, вот 4 года, уже 5-й год мы отдаем. Ну, где-то Ну, здесь хотя мы бы. по 15, по 14 ставок отдаем стабильно. Ну да. Вот. Ну, это вместе с квартплатой совсем. А там только за ипотеку, ну, плюс квартплата еще будет сверху. Ну, Но это плюс уже, 20 будет, да. да, но это уже хотя бы ты знаешь, что ты платишь за свое. Ну да, потому что иного все равно у нас пути нет, по-любому. Либо снимать опять где-то, скитаться и копить деньги. Но как ты будешь их копить, если ты опять будешь снимать жилье? Ну да. Потому что здесь нереально тесно с ребенком. Ну тут невозможно уже находиться. И снимать что-то побольше, это будет дороже, сами понимаете. Даже двухкомнатную квартиру снимать у нас недешево будет. Тем более нам нужно, опять же, район поближе к родителям. Здесь тоже цены соответствующие. Вот. И нам невыгодно просто будет снимать опять и копить деньги. Еще неизвестно, сколько лет их придется опять копить. Поэтому мы решили вложить уже эти деньги в ипотеку и уже платить ипотеку. А там постараться досрочно ее гасить, постараться рефинансировать, чтобы был меньший процент. Я думаю, у нас будет такая возможность Да, постепенно. мне сказали, что если вы будете год платить нормально, то через год вы можете попросить о рефинансировании под более низкий процент. Да, поэтому будем надеяться. Еще сказали, что есть такая возможность, вроде бы как, я не знаю, что вот когда они получат гражданство, то можно будет Да. ипотеку переделать, переписать на нее. Да. И тогда процентная ставка понизится, так как 100%. ей можно будет жизнь застраховать. И там, потерять трудоспособности. да. А если бы еще родился второй ребенок, Да. бы еще до 6, там 6, да, 6. Сколько там, 6,5? Да, 6,5. 6,5. Ну, в общем, есть варианты. Есть как варианты. Да, есть варианты, как погасить досрочно. Бывают у меня какие-то заказы поступают, что, ну, да, удается подработать дополнительно. Вот, то есть все равно, как бы, есть возможности выплачивать. Да, ну как-то еще все-таки YouTube канал приносит какой-то доход. Пока Да. небольшой, но будем надеяться. Пока небольшой, да, Тоже но будем расти. если развитие будет, то и YouTube канал, конечно, тоже будет большим Конечно. подспорьем. Еще у нас была электронная регистрация, если я правильно ее называю, если не ошибаюсь, вроде бы так называется. В Росреестре, да? Да, в Росреестре. Это когда нам не надо бегать, относить всякие документы в Росреестр, в МФЦ, а когда Сбербанк занимается этим всем сам. Вот. Это, конечно, платная услуга, но за это они снижают тоже немножко процент. Там, ну, не 1%, а там 0 с чем-то процентов, но это тоже как бы не маленькая, думаю, сумма. Ну да, здесь каждый. Да, каждый процент, Каждая каждая доля копеечка. процента, да, на счету. Многие еще писали под предыдущими видео про ипотеку, что типа, Гриша, тебе не жалко там Аню, ребенка, там, да, тещу свою, что ты влазишь в ипотеку, типа, сидел бы молча, чтобы денежки копил. Ну и так дальше, что в этом духе. Ну, это от злых людей, а добрые люди, которые нас поддерживают, задавали вопрос немножко иначе, по-доброму, как бы, но все равно беспокоятся. Я хочу сразу сказать, вот я писал в комментариях, хочу еще сказать в этом видео, что ипотеку как раз затем мы брали на более длительный срок, чтобы выплата была меньше. Чтобы, не дай бог, конечно, если со мной что-то случится, и, как говорится, я отброшу копыта там, Да, да? подбери слово поинтереснее. Да. Брошу копыта, сыграю Смеялась ты, да? Смеялась. Ласт. Вот. В общем, короче, чтобы Аня могла сама выплачивать, могла потянуть сумму определенную, чтобы это не было не 30 тысяч, не 25, 40. да, не 40. Поэтому и пошли вот именно такую ставку, да? То Да, есть, сейчас такая ставка, а потом все-таки будем стараться. да, Уменьшать, будем стараться. но я все-таки надеюсь, у меня есть стимул жить, у меня есть ребенок, у меня есть любимая жена, у меня есть ипотека, которую я должен выплатить. Куда деваться? Да, ипотека? у меня есть стимул жить, я все-таки надеюсь, что я еще долго проживу и выплачу ипотеку сам, и еще и сына женю. Еще сын будет платить ипотеку. Да, еще сын. Ты чё? Да ладно. В общем, я надеюсь, что все Короче, у нас полный набор. Да, Детей родили, ипотеку взяли. Все, какие к нам претензии? все, претензий к нам нету. Да. Мы такие же, как все. Хочешь еще сказать немножко о самой сделке, как она проходила. Ну, сделка, конечно, проходила не быстро. Мы думали, там буквально часа 2, может быть. Но на самой сделке мы сколько? Часов 5, наверное, просидели.
Ну нет, ну не 5. Ну, часа 4 ну, точно. больше 3 часов. Да, больше, нет, часа 4 точно. Потому что еще я спрашивал у отца, типа, что вот тебе на работу там, мы там будем не больше 2-3 часов. Ну вот, а отец, по-моему, как раз выходной был, и мы, я думаю, возвращались, он мне говорит, ничего себе, 3 часа. Мы, говорит, там почти 4 полдня пробыли. Ну, Мы, да. мы сначала на первом этаже нам выделили отдельно такое местечко укромное. Мы там заполняли все документы. Опять же, юрист мой был, продавец, риэлтор. В общем, все тот же набор, что и ВТБ. Ну, опять Гришка сидел, зубами подписывал Да. кучу документов. Опять на все приносили. Но в этот раз как-то уже как-то полегче было. Мы не сидели в каком-то кабинете переговорном. Мы сидели в общем зале. То есть мы людей видели. Все так, как говорится, было более... Как белые люди. Да, Никто было- нас не прятал никуда. Да. Было это более дружелюбно все. И атмосфера, и настроение уже были более дружелюбные. Помимо подписи большого количества документов зубами, да, я подписываю, мы уже об этом говорили, а мне еще пришлось кучу раз тыкать на их терминалах, да, в Сбербанке носом кнопочки нажимать. Да, такая ситуация была, что нужно было как раз уже ложить этот взнос, ложить на счет, на свой. И... Не на счет, не на свой, а надо было, чтобы я со своего счета перевел на счет продавца. А, то есть так. Да, у меня уже на А, счету всё. они лежали, Мгм. вот, Аня немножко ошиблась. Ну, ладно. Вот, и, в общем, а там, ну, ты говори дальше. Да, и получается так, что он должен был набирать, вставлял карту и должен был набирать свой пароль. Но я говорю, можно я за него наберу, он не может пальцами нажимать. Или мама хотя бы. Сказали, нет, должен сам. Вот как может сам. В общем, мы пытались пальцами, А там пытались... еще такие стойки высокие. Стойка очень высокая, Гриша вообще там был снизу, а стойка высокая. Ему вот на провод этот протянули вниз, терминал к нему. Они же, провод такой, знаете, как телефонный такой, весь скрученный, они Да, притянули. спиралькой. Да, они притянули, дали Ане и говорят, Держите, иначе, да, если отпустит, он улетит в нас обратно. В общем, я держала, ставила этот терминал. Вот, ну что, попытались руками как-то, пытались, но ничего не получилось. Ну что ж, пришлось нажимать носом. Сейчас, подожди, Я думала, не получится, я но... перебью, ребята, сейчас, наверное, скажут, Гриша, как же ты рукой на мышку-то нажимаешь? Ребят, за мышку нажимать мне удобно, потому что я там сижу немножко иначе. Да. В коляске мне не так удобно Приспособилась. сидеть, рука у меня здесь, она у меня зажата, я ее туда убираю, чтобы опираться на нее Мышка и это не мышка, падать. а это кнопочный терминал, совсем другое. Да, У него там рука кнопочки пожестче, вот, и они резиновые, не очень удобно. тугие кнопки, он не смог бы нажать, конечно, их. Но я неудобно. очень легко и быстро приловчился нажимать кнопки. Носом. Да. Сидел, клевал носом, набирал много раз, несколько раз приходилось. Ну, в общем, носом так ловко научился, что она удивилась. Говорю, как ты быстро все это. А я сначала не поверил. Даже не промахнулся мимо, не А я набирал даже- нужную циферку. Даже не поверил, да, тебе не получится, что ты тут будешь сейчас Да. сидеть. Я думала, не получится. Я тынс-тынс набрал. Ну, Даже мама молодец. стояла рядом тоже, рот открыла такая. Я не могла, правда, это снять, не могла. Я вообще стараюсь, если какие-то такие вещи делать, как-то снять на такие его достижения, его, так скажем. Но вот не было возможности снять на телефон тогда. Потому что я держала терминал, вот, мне нужно было его держать, я не могла отпустить его, чтобы, допустим, взять телефон там и снять, как он носом тыкает вот этот вот терминал на эти кнопочки. Вот. Так что жалко, вот говорю, что не получилось снять даже. Потому что, говорю, я снимаю его какие-то достижения, стараюсь запечатлеть. А я это говорит, снимал его достижения. Я даже так представил, надо завести себе такой альбом, как у Алёши. Мой первый зубик, Ну, там да, уже мое Я первое научился нажатие. ползать, я научился Да. вставать. Не, на ну ноги. ползать я уже не научился. А вот нажатие на терминал, я научился подписывать зубами, Да. договора, да. Ну, Тоже да. такой альбом Что же завести. будет дальше? Ну, Да, мы уже, честно говоря, тоже не верили, что мы эту же квартиру купим все-таки. Ну вот, все-таки мы ее взяли. Эта сделка была уже больше месяца назад состоялась. Да. Уже месяца полтора прошло, как мы эту квартиру взяли. Вот сейчас там идет ремонт. вот, ну, квартира сразу, мы скажем, она старенькая, ну, понятно, что ей лет 20, наверное, как любой здесь квартире, но она очень, так сказать, очень была убитая. Да, Вот. ну, в общем, в следующем видео уже покажем, потому Да. что здесь затягивать не будем. Так что ждите, посмотрите, что мы там купили, что за квартира. Мы позарились больше на район,
Вот, как говорится, что поблизости от родителей, все-таки район, как бы, чтобы далеко территориально никуда не уезжать, поэтому вот и первый этаж, все-таки первый этаж, Ну, поэтому. это можно оставить за предыдущее видео. Ну да. После заключения договора, да, купли-продажи, заключения договора ипотечного кредитования, после всего этого мне только осталось потом явиться в МФЦ, когда я уже собственником стал. Вот, когда мне пришли от Сбербанка на мою почту все документы, вот, ЕГРН и все прочее. Я это все распечатал и пошел потом в МФЦ, подал документы, и уже, можно сказать, я уже прописан по новому адресу на новой квартире. Вот, ну, я еще, собственно... Так ты уже Да, Я а ты не знала? вспомнила, что он, оказывается, теперь у тебя штамп стоит, что ты прописан по другому Да, адресу. я уже в паспорте А я, подтвердился. между прочим, все еще здесь прописана Да. с мамой. Мы пока не можем, пока мы не доделаем там ремонт, я не имею права выписываться. Я здесь временно прописана на этой съемной квартире, я не имею права с мамой отсюда выписываться. Да, потому что они же не граждане России. Да. Если мы сейчас туда пропишем, а придет А участковый... фактически мы живем еще здесь. Да, а придет участковый проверить, Он нам что они там не дает по живут. шапке и заляпает штраф. Да, заляпать штраф прилично. Потому что он периодически приходит, как бы проверяет, где мы проживаем, ну, тут как положено. Вот. Он проверяет, чтобы мы проживали там, где мы прописаны временно. Это Да. строго. Сейчас такие правила. Да, поэтому на ту квартиру, как мы переедем уже, надеюсь, когда-нибудь мы туда переедем. Когда закончится всё-таки. ремонт. Да, когда закончится этот ремонт, и уже можно будет там прописаться. Все-таки уже официальную прописку там иметь. И когда гражданство уже буду получать, то будет прописка тоже уже там, на той квартире. Потому что в этой квартире я не могу гражданство получить и здесь прописаться. Нельзя. Уже должна быть официально прописка. Да, должна быть уже официальная прописка. Не временная, Как здесь, какая-то, да. а уже нормально стоящая. Постоянная. Но собственником квартиры я пока не являюсь, потому что, хоть я числюсь в ЕГРН как собственник, но я стал собственником только тогда, когда Когда выплатишь. полностью выплачу ипотеку. Да, да, на эти 18 лет, пока мы платим ипотеку, квартира будет находиться в залоге у банка. Да. То есть мы не имеем права ее ни продавать, ничего. Мы даже не имеем права делать в ней перепланировку. Вот. Сносить стены. Сносить стены, менять там что-то, делать какой-то вход, там сносить стену, делать вход, проем дверной. Мы не имеем права. Единственное, что мы можем, это вот на балконе сделать съезд. Потому что, да. балкон не является жилой площадью. Да, ну, как по Это крайней не мере, так жилая объясняли площадь. нам, что балкон не является жилой площадью, и можно там именно вот поставить дверь на балконе на съезд, чтобы был съезд. На съезд мы еще будем тоже заявку подавать. Надеемся, что нам его, может быть, летом как-то, не знаю, весной все-таки построят. Будем надеяться на это. Если Еще опять- выбьем, Если опять проблем не будет, Да. я тебе расскажу о том, как съезд делали моим родителям, вот там на квартире, где я Да, раньше да, жил. да. Его так Нам они- уже должны были, да, Да, сделать. его так и не сделали. Но, видимо, к счастью, что не сделали. Иначе бы сейчас здесь были бы проблемы сделать. Сказали бы, у вас уже был один съезд, второй вам не положен. Да, хоть бы это сделали еще. То еще Да. могут здесь быть загвоздки. Ну. Друзья, Сбербанк предложил мне поучаствовать в очень интересном и полезном проекте. Вы тоже можете принять в нем участие. Но даже не можете, а даже, я бы сказал, я настаиваю. Потому что, приняв в нем участие, вы сможете принести обществу большую пользу своими мыслями, идеями и советами. Более подробно вы можете найти видео, где я рассказываю о данном проекте, в ссылочке под этим видео. Видео будет размещено на моем личном канале «Преодоление». Заходите, смотрите, ну и буду очень благодарен, если, конечно, подпишитесь, оставите какие-то комментарии. Ну, наверное, мы будем заканчивать уже это видео, оно получится опять длинным и нудным. Вот, Да, что-то надеюсь. хотели кратко. Да, хотели кратко. Но там люди сами уже писали, что типа мы наливаем чай, садимся и смотрим ваши видео, так что не бойтесь, давайте подольше. Ну, поэтому в этот раз мы подольше, как говорится. В общем, всем спасибо за поддержку, за все эти долгие 4 или 5 частей видео. Да, кто за нас- выдержал. кто выдержал, да. Смотрите долгие видео. Кто за нас переживал, давал нам советы, сочувствовал, что мы не смогли дом купить, что пришлось квартиру брать и все прочее. Спасибо вам большое, друзья, за поддержку. Остальным, кто нам писал, что мы неудачники, что мы много хотим и так далее, как говорится,
покажем долю, ипотеку мы все равно взяли, у нас это Но они удалось. тебе скажут, что мы дураки все равно. Да, все, ну, ипотека это все-таки рабство, кабала, но иногда и без нее никак. Бывает, на свое жилье ты не накопишь, и государство тебе и его не даст. Да. А если даст, то потом еще сам же виноват будешь, что взял. Мы когда с Аней начали записывать видео, я еще смеялся. Видите, на шарики на заднем фоне. А Аня говорит, у нас же праздник, Ага. мы жилье купили. Я говорю, ну это же в ипотеку, 18 лет, какой же праздник-то нафиг. Футбол вязать. В общем, друзья, спасибо за вашу поддержку большое. Подписывайтесь на канал, если вы пересмотрите нас впервые и мы вам понравились. Ставьте лайки, за дизлайки тоже спасибо. Комментируйте. Ну, Ждите новых видео. да, ждите новых видео, ждите в следующем видео. Мы, надеюсь, покажем нашу квартиру. Да. Посмотрите. Еще до ремонта. Да, еще до ремонта. В будущем будем показывать вам, как идет ремонт, что мы там делаем. Вот. Обязательно покажем Лешу, расскажем Да, о в Леше. ближайшее время покажем. В ближайшее время Да. покажем Лешу. Надеюсь, мы опять не заболеем, ничего здесь все Да. нормально будет. Мы вроде бы как-то выкарабкались потихонечку. Так что, надеюсь, не будем пропадать. Да. Леша уже вырос, немножко подрос. Его уже не спрячешь. Ну да. Он о себе даст уже знать. Да. Сейчас он с бабушкой. У нас сидит бабушка там На кухне, да, опять с нет. ним. Так что все нормально. Всех целуем, всех обнимаем. Всем пока. Всем пока. Здесь нам одобрили на 18 лет. 18 и 3 года где-то так вот, наверное, да? Нет, 18 3 года. Ой, господи, я говорю, вырежи это, ладно? Ладно. Ипотека, ипотека. Счастье-то какое. Ипотека, ипотека. Счастье Счастье-то какое. какое. А у тебя шарик сдулся. Ипотека, счастье. 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 Ипотека.